Сегодня мы поговорим о использовании аминокислоты метионин для волос с комментарием врача-дерматолога-трихолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну, тогда начнем. Метионин – серосодержащая незаменимая аминокислота, главный поставщик серы в организм, играет важную роль в функционировании врожденного иммунитета, активации антиоксидантных ферментов, включая биосинтез глутатиона. Также метионин участвует в расщеплении жиров, тяжелых металлов и синтезе таурина и цистина, тоже необходимых для нормального роста волос. Метионин – одна из ключевых аминокислот для синтеза кератина, что важно для прочности волосяного стержня. При его дефиците отмечается выпадение волос, замедление роста, их истончение и поседение. В экспериментах in-vitro показано, что L-метионин останавливает процессы, связанные с поседением волос. Есть данные, что он может работать при АГА. Суточная потребность в метионине для взрослого человека рекомендованная ВОЗ 13 мг на килограмм в сутки. Данная аминокислота не синтезируется в организме, и получать ее необходимо с пищей. Основные источники метионина – мясо, морепродукты, сыры, молочнокислые продукты, творог, йогурты, яйца, орехи, бобовые, семена кунжута и другие. В исследованиях на животных при добавлении метионина внутрь он показал способность увеличивать плотность и продлевать период роста волос за счет влияния на бета-катениновый сигнальный путь. Wnt. Данный сигнальный путь напрямую участвует в жизнедеятельности волосяного фолликула. Позже описывалось влияние на рост волос и через другие сигнальные пути TGF, BMP, Schnagen, EGF и HGF. В том числе метионин показал способность уменьшать последствия стрессового выпадения волос через данные механизмы. А в другом эксперименте у кроликов на низкобелковой диете возникли проблемы с шерстью, и добавление одной лишь добавки метионина улучшило состояние их шерсти. При этом увеличивались уровни матричной рибонуклеиновой кислоты версикана. Это протеогликан, ценный для нормального функционирования волос. В частности, такие добавки, как нуркрин, и нацелены на восполнение уровня протеогликанов. Вообще, об эффективности диеты с полноценным содержанием серосодержащих аминокислот для волос заговорили еще лет 30 назад. Но новые исследования нацелены на более детальное изучение молекулярных механизмов воздействия. L-метионин обладает сильной антиоксидантной защитой, что важно почти при любом виде аллопеции. Он оказался способным предотвращать окислительное повреждение кожи даже при местном нанесении, участвуя в защите митохондрий. Асметил-L-метионин – частый компонент косметических продуктов для ухода за кожей благодаря ранозаживляющему и фотозащитному эффекту. Описаны эффекты метионина на стимуляцию формирования коллагена третьего типа. Метионин – одна из аминокислот, формирующих структуру коллагена, а эластичная и увлажненная кожа, в том числе вокруг волосяных фолликулов, будет улучшать и состояние волос. Высказываются предположения о том, что диета, обогащенная L-метионином, может быть полезна при процессах старения, защищая нейроны от окислительного дисбаланса и митохондриальной дисфункции, тем самым предотвращая прогрессирование нейродегенеративных процессов и улучшая память. Кроме того, метионин может быть полезным при лечении депрессии. Однако некоторые данные указывают на вред метионина при его избытке. Напротив, может увеличиваться риск развития сахарного диабета второго типа, болезней сердца, некоторых видов рака и нейродегенеративных процессов, подобных болезней Альцгеймера. Это к тому, что с любым веществом важно знать меру, особенно это касается любителей бесконтрольного приема БАДов. Метионин довольно распространен в виде добавок, часто включается в спортпиты в больших дозах, а также у всех на слуху такой препарат, как гиптрал, действующим веществом которого как раз и является диметионин. Вредное воздействие на здоровье может оказать не только прием добавок, но и диета с избытком метионина. Например, при высоком потреблении красного мяса,
так как при метаболизме метионина он превращается в организме в гомоцистеин, высокие уровни которого связаны с вышеперечисленными заболеваниями. Ссылки на исследования я закреплю под видео. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!